Всем привет! Всех приветствую на своем канале. Спасибо, что нажали на мою обложку. И сегодня мое видео будет полностью и всецело посвящено нашему минскому ГУМу. Обожаю этот магазин. И недавно я пополнила свою хозяйственную корзину в этом магазине. Вообще, если говорить о нашем ГУМе минском, то это очень интересное, такое своеобразное место. Там очень красиво, у меня даже есть видео, посвященное ему, как я пошла в отдел серебра. И действительно, там и лестница прекрасная, и оформление прекрасное, и сохраняется какая-то дань прошлому, ведь ГУМ, я наслышана о его истории, что каждый этаж там сделан из определенного материала. Также там очень интересная люстра наверху, как пуговка. На колоннах какие-то установлены тоже статуи. И только когда я начала вот снимать видео и какие-то обзоры от души, мне никто, естественно, не платит, у меня не так много подписчиков, но спасибо, что вы подписываетесь и смотрите меня. Так вот, когда я начала снимать видео, я начала присматриваться именно к интерьеру ГУМа, и я была поражена, насколько он продуман и насколько он красив. У меня даже, как видите, захватывает дыхание. И там можно купить все. Если вам что-то надо купить, едьте в ГУМ, вы все там купите. Единственный момент, который немножечко напрягает, это всегда вот эта вот карточка дает скидку там от 30 до 35%, разные там акции, но без этой карточки лучше туда не заходить. Или я заметила также такой трюк, что люди просят просто: у вас есть карточка ГУМа, им даешь. Даже вот я вчера была, и девушка с мужем или с молодым человеком выбирали что-то там для кухни в отделе пластмассы. То есть там есть такой отдел, я еще расскажу. И попросила, чтобы я дала карточку, я и взяла, потому что я тоже могу попасть в такую ситуацию, я могу забыть эту карточку, но без карточки дороговато там покупать вещи. Сейчас все покажу, расскажу. Вот такой вот пакетик, буду шуршать, но зато покажу пакетик. Вот он, наш ГУМ. Кстати, кто приезжает в город Минск, советую пойти в ГУМ, там большой ассортимент, и вы именно купите полезные вещи, а не какие-то вот в торговых центрах. То есть то, что как бы для души, я понимаю, но иногда нужно как бы пополнять хозяйственную корзину. Ну вот я в ГУМе получаю радость от пополнения хозяйственной корзины. Мне нужно было вообще купить чешки сыну, он быстро вырастает, ему постоянно что-то там жмет. И вот зашла для начала в магазин, где продается посуда. Я вспомнила, что у меня сломался дуршлаг и чесночница. Представляете? Но мы с мужем живем вместе где-то 16 лет, мы отпраздновали топазовую свадьбу, и естественно, что дуршлаг сломался, он не выдержал этих отношений топазовых. Так вот, купила дуршлаг, а моя ошибка была, то, что я купила дуршлаг, это я держу чек, чтобы вам сказать стоимость. Моя ошибка была, что я взяла с крупными отверстиями. У меня был дуршлаг с мелкими отверстиями, но он такой колхозноватый был. А этот такой стильный, я сегодня им воспользовалась, промыла гречку. Но все-таки здесь отверстие так вот великоватое, но дуршлаг это тоже мне пригодится, омывать ягоды и так далее. Этот дуршлаг стоил мне, сейчас я вам скажу, вот чеки, разными чеками, 24 белорусских рубля 97 копеек, минус скидка аж 8 рублей. То есть можно выпить дорогой кофе и съесть дорогую шоколадку на сумму скидки. Поэтому вот обращайте внимание на эти карточки. Они еще, если покупаете там такую карточку, то они выдают карточки на всех членов семьи. Ну, можете и попросить у людей карточку эту. Ну, вот такой вот дуршлаг. Написано, что Белбогемия бренд, и все с ним замечательно. Пока что вот даже сегодня воспользовалась, промыла, никаких пятен, вроде бы все нормально. Наверное, это не ржавейка. Ну, от Белбогемии неплохие такие вот товары. Ну, что я об этом дуршлаге? Ведь всех интересует, наверное, чесночница.
Зачем мне покупать чесночницу? Да зачем? Да потому что на выходных муж решил приготовить. Это нонсенс. Ему пришлось избавиться от одного своего любимого хобби, и он у меня начал кулинарить. И вот у нас сломалась чесночница. Именно отвалилась вот это вот, где нанесены вот эти вот отверстия. Я купила чесночницу получше. То есть за стоимость этой чесночницы это 26 белорусских рублей, 2 копейки, минус 8,59 это скидка. Ну, нормально. Но я взяла самую дорогую чесночницу, чтобы она была из нержавейки. Здесь написано, что она материал коррозионостойкая сталь для измельчения чеснока. Но это производство Китай, импортер в Беларусь тоже указан. Ну, там были разные. Я причем удивилась, что там такая была чесночница, такая, можно сказать, родом из СССР, производство Чехия, ну, там еще и Китай упоминается. Думала ту чесночницу взять, ну, думаю, надо все-таки что-то подороже взять. А таких дорогих брендов, как Бергов, у нас сейчас не представлено. Для белорусов это дорого. И вот я разворачиваю эту чесночницу. Она вот так вот выглядит. Так, чтобы я свой микрофон, звук тут пишет. Извините за эти технические подробности. Вот, пожалуйста, чесночница великолепная. Ну, если говорить, как у нас сломалась чесночница, вот это дно как-то вот отсюда отлегло. Наверное, это усталость металла, такое свойство. Ну вот, я купила такую великолепную. Мне нравится, что вот здесь вот кругленький вот этот толкатель чеснока. Здесь еще есть вставки черные. Ну, великолепная чесночница. Очень мне понравилось. Будем пользоваться. Стоимость я сказала. Кстати, я нашла этикетку от дуршлага. Да, тоже изготовитель Китай, Гонконг. Не надо далеко ходить. Белбогемия. У нас очень много товаров от этого бренда. Белбогемия. Поэтому доверяю, уже проверено. Но потом я пошла в отдел детский. Чтобы пойти в отдел детский, нужно подняться на 2-й этаж. Магазин посуды внизу, а магазин детских товаров на 2-м этаже. Причем, к сожалению, закрылся буфет на ремонт. Там очень хороший буфет, хорошее кофе делали. Также там можно было купить мороженое с ликером в креманнице, коктейли вкусные они делали. Тоже так вот немножечко напоминает Советский Союз, но мне нравится эта изюминка, но сейчас не будет напоминать Советский Союз, потому что там каждый год проходит ремонт. Буфет, и еще рядом можно картины посмотреть, которые на продаже. Значит, чешки, которые я купила в детском отделе, вот такие вот, я их покупаю из года в год. Это наш белорусский бренд, насколько я знаю, Котофей. И причем у них чешки из натуральной кожи. Да, верх натуральная кожа, подкладка без подкладки, подошва текстиль с покрытием. И 34 размер у нас уже в 6 лет, огромный размер. Я доверяю этому производителю. Вот такие вот чешки. Есть белые, есть черные. Раньше я еще покупала блестящие голубые, по-моему, серебристые были. Но, к сожалению, сейчас такой красоты не было. То бы я купила черные. Вот старший у меня любил белые, но черные. Это нам надо в садик, чтобы ходить в музыкальный зал. Там обязательно эта обувь. 32 размер моему сыну что-то там жмет. Купила 34, чтобы уже наверняка. Но он примерил, ему тоже что-то там, какая-то полосочка на пяточке жмет. Поэтому вот не знаю. Но есть там и 35, и 36, и совсем маленькие размеры. Сделаны очень качественно. И именно рекомендую, вот если покупать чешки, то это Котофей. Но это такой расходник. Это просто должно лежать в садике, чтобы ходить в музыкальный зал. И там заниматься. Поэтому мне нужно было купить. Вообще Котофей делает очень качественную обувь. У них хорошие стельки такие ортопедические для детей. Не только чешками славится этот бренд. И самое главное, сколько стоили эти чешки. Чешки мне стоили, они называются туфли почему-то дорожные, школьные, аж 45 белорусских рублей, 0,5 копеек. Это очень дорого, но скидка 33%, 14. Минус 14, ну почти минус 15. Итого получается 30 белорусских рублей. Ну нормально, если из натуральной кожи, то нормально. Но я считаю, что для белоруса это дорого. Дорогие чешки в нашем ГУМе, это единственное.
Ну, естественно, так как я там ходила, хотела еще купить шапочку с хаги-ваги. Сейчас такой тренд, эти хаги-ваги, причем там и мама длинные ноги, и есть еще подруга у хаги-ваги, какая-то киси-миси, раньше я ее там киси-писи называла, такая интересная. У них есть и собачка, и еще у них есть такой член семьи, собачка, и забыла. Они бывают радужные, и большие, и маленькие, но у нас только хаги-ваги и мама длинные ноги. И вот шапочку я не купила, рукавички не купила, взяла 2 носков. Ну, от какого же бренда я взяла носочки детские? Конечно же, Конта, у них очень качественные и колготки, и носки, и одежда. И эти вот носочки детские от Конта мне стоили одни 3,10 и другие 3 белорусских рублей 10 копеек, размер 33-35, там очень большое разнообразие и с разными рисунками. Я покажу рисунок, вот одни. Они переживают множество стирок, также не затираются, вот иногда некрасивые дырки на пятках вытираются. О, тут даже вот этот есть треугольник, главный герой из Gravity Falls. Вот такие вот интересные, неожиданно сейчас открыла, что тут действительно этот треугольник, может быть, еще старшему купить, но у него размер уже 45, да, это у меня такие гиганты, сыновья. Также на кассе купила себе вот такие вот резиночки, это я читаю, кто же производитель, ну, естественно, тоже Китай. Вот такие резинки, мне очень понравился вот этот вот цвет коричневый, а то мне нужно что-то такое нормальное и не кричащее, вот так вот волосы убирать с лица. Буду убирать с лица волосы и заодно вот купила себе резиночки. Здесь в комплекте 4 резинки, вообще там для детей тоже очень много разных резинок, но это такая базовая. Ой, я сказала 4, нет, здесь 2 резиночки, просто они состоят из 2. 2 по 2, то есть. И также хочу перейти к следующим покупкам. Как тут мой звук, надеюсь, не шипит. Следующие покупки я сложила вот в такой пакетик, их тоже такие пакетики можно купить в ГУМе. И я зашла в отдел пластмассы. Очень люблю этот отдел, он полностью посвящен пластмассовым разным изделиям, то есть там и формочки для еды, и какие-то тазики, и для кухни принадлежности, и чистящие какие-то средства, но все посвящено именно пластмассе, и я туда целенаправленно пришла. Находится этот магазин на 1 этаже. Целенаправленно пришла вот за такой формочкой себе с собойку на работу возить. Она вот с такой жизнерадостной коралловой крышечкой. Но там такое разнообразие этих коробочек. У меня в данном случае это какой-то бренд Эльф Пласт, произведена в России. Называется бутербродница прямоугольная, но вообще я собираюсь в ней греть в микроволновой печи свою еду. Написано также, что не содержит бисфенол А. Вот такая вот формочка. Я их меняю, потому что иначе заводится какая-то плесень, даже если каждый раз моешь. Ради вот гигиены лучше менять такие формочки. Вот мне нужна была. Эта формочка мне стоила 7 белорусских рублей 11 копеек, минус 2,35, то есть 5 белорусских рублей. И заодно купила вот такие вот 2 емкости. Они называются салатник и емкость для миксера. И они были очень бюджетные, со скидкой емкость для миксера, вот этот зеленый, я купила за 4 с копейками рубля. Это очень бюджетно. Причем здесь написано, что производитель Беларусь, Технопластик. О, мы этим тоже славимся. Я удивлена. И она такая вот не хлипкая, именно хорошая такая емкость для миксера. Но я ее использую, чтобы тут замешивать тесто для драников, так как я белорусочка. Люблю драники делать. Также замешивать тесто для блинов, замешивать тесто для оладий, для всего. И еще купила, чтобы была дополнительная емкость. Тоже, чтобы сын отдельно месил тесто. Он у меня тоже кулинарит, и муж начал кулинарить. Значит, это салатник, рассчитан на 3 литра, купила за тоже 4 белорусских рубля, там с копейками, или даже 3 белорусских рубля, очень бюджетно.
Вот такой красивый, жизнерадостный розовый под подкладку от моего пиджака. Даже вот я вижу, не знаю, как я там себя вижу, производитель, значит, здесь уже Московская область. Ну, он тоже неплохой, там без ничего лишнего, цвет жизнерадостный, все замечательно. И я получила удовольствие. Но когда я выходила из этого магазина пластика, я увидела коврики, не скользящие, для ванны. И купила, естественно, вот такой вот коврик. Да, очень красивый. Вообще в ванной можно получить бытовую травму. Можно подскользнуться. Я даже когда беременная была и лазила в ванну мыться, я и подскальзывалась. И вот думаю, это же так опасно, можно так упасть. И все-таки в ванную до сих пор, когда у меня появились дети, кладу вот такой вот не скользящий коврик. Причем он стоил мне, этот коврик, 29 белорусских рублей 40 копеек. Называется коврик противоскользящий, ванную линза. И значит, производитель, если кого-то интересует, Российская Федерация, Тверская область. Вот нам поставляют такие вот тверские принадлежности, 100% поливинилхлорид. Я тоже стараюсь менять эти коврики. Один у меня очень долго, вот он 6 лет, я его мою разными средствами от плесени, но вот чувствую, что надо обновить. И вот купила вот такой вот тоже жизнерадостный желтый. Как видите, у меня здесь сегодня преобладают краски и зеленый, и розовый, и желтый. И прям вот можно пополнять хозяйственную корзину и радоваться жизни, чему я очень рада. Единственная ошибка, которую я сделала, то, что мне нужно было в одном чеке все пробивать, и чтобы стоимость была больше 50 белорусских рублей. Тогда бы мне дали какую-то там скидку на пиццу, еще что-то. Но получилось, что везде по мелочи, по отделам я покупала, и не было такой вот одной грандиозной покупки. Но советую, наверное, надо идти на одну кассу и покупать, чтобы насобиралась особая сумма. Но вообще я очень люблю разгуливать по ГУМу, заходить туда. Очень рада, когда мне нужно что-то купить и туда поехать. В этот раз решила в отдел серебра не заходить, не как-то не искушаться, иначе я бы на что-то соблазнилась. Купила только вот все такое по необходимости, то, что нужно в хозяйстве. Напишите, были ли вы в нашем Минском ГУМе, как вы относитесь к таким большим магазинам, универмагам, которые, можно сказать, родом из СССР. Мне будет очень интересно с вами поговорить в комментариях об этом, а также приезжайте к нам в Минск, и реально наш ГУМ это не ГУМ ЦУМ московский, это нормальный классный магазин минский с нормальными недорогими продуктами, изделиями, товарами, не только, как вы видите, от белорусского производителя, но и от российского, и от китайского. Там можно купить все. Надеюсь, что моя информация была для вас полезна. Спасибо за внимание. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.